Hello, beautifuls, вы на канале Twinkie Talks, и сегодняшняя тема не то чтобы нова, я вообще даже такая, что сказала бы, что она заезженная, и даже бы, наверное, не стала бы за нее говорить, если бы снова же внезапно не обнаружила, что тейк взрослым негоже играть в видеоигры все еще форсится на полных серьезных щах. Да, я тоже была удивлена. Чё, тебе 26, а ты в Baldur's Gate романтишь вампирчика? В твоем возрасте уже нормальное хобби нужно иметь. Да, в смысле это нормальное хобби? Вон Аминка-то с дома напротив, нормальная женщина, бегает, вовсю о своих достижениях рассказывает. То за день все 3 книги по механике прочтет, то что-то там с ребеночком возится, то ужин шикарный приготовит. А в смысле игра? Не выдумывай. Я на самом деле вообще не понимаю, почему кто-то в целом может выдавать такую фигню, потому что, типа, какое вообще кому дело до хобби других людей? Ну, казалось бы. Я, например, тоже могу там какими-то хобби не увлекаться и считать их странными. Вон в детстве удивлялась всяким собиранием марок, но значит ли это, что я буду говорить и идти что-то этим людям, которым это нравится? Нет. Нет, я не буду. Окей, только если это не какая-то фигня, которая вредит или мешает другим. Кстати, смотрите, какие ногтики. Я не могу. Боже, они такие прелестные. Да, это офф-топ, но я не могу не показать. Просто видите, оно не фокусируется, ладно. Ну давайте теперь начнем сначала. Во-первых, между попреканием мужчин играми и женщин играми есть большая пропасть. Потому что если мужчина условно 25+, например, играет, то чаще это, он просто геймер, тип норма. Если женщина 25+ играет, то это уже, все, инфантилка какая-то, бытом займись лучше и все прочее. И проблема в том, то, что для женщин это патриархальная установка часто, в которой нам нельзя иметь условно веселое хобби для самой себя, именно нацеленное на саму себя. Если какое-то там хобби, которое для развития в быту или как-то пользу приносит, например, типа вязание, потому что, связать-то можно и на себя, и на всю семью, да, условно снова же. А вот исключительно нацеленное на себя, это как бы ни-ни-ни. Если это еще и условные стрелялки, боже, как я много говорю слово условное. Ладно, если это еще и какие-то стрелялки, ой, не дай богиня, вы что? И я не только по очевидным вещам это говорю, у меня самой было такое. К счастью, это не родители мне говорили в детстве, а моя бабушка, которая иногда к нам приезжала. Я уже как-то рассказывала, что играю с самого детства. Типа в 6 лет примерно у меня появилась Сонька вторая, и тогда уже не один раз я слышала упреки от бабушки, типа, мол, зачем ей это нужно, еще и в таком возрасте, вот подобного типа. Кстати, запомните эту фразу про «в таком возрасте», мы к этому еще вернемся. Так вот, потом где-то в 9 лет у меня появился первый компьютер, и тогда я постоянно в свободное время уже играла. Бабушка тоже часто приезжая говорила пару раз даже фразу типа «Зачем она это же типа для мальчиков?». Потом, когда я немного выросла, это было лет, наверное, 15, но я зачастую тогда играла в GTA и San Andreas мультиплеер, соответственно. В итоге постоянно слышала от бабушки, когда она приезжала, что-то типа «такое играть нельзя». И не потому, что там стрелялки, и я возраста неподходящего. Детская или не детская игра, это было всем плевать. Это вообще другой вопрос. А знаете почему? Потому что мне, по ее мнению, лучше нужно было бы заняться более полезными хобби. Например, помолиться. Или, прости господи, Библию почитать и маме помочь. Угу. То есть вы поняли, что угодно, лишь бы не занималась своим хобби. Спасибо, конечно, что мне мама никогда ни слова не сказала о том, что это не девчачье, но я думаю, это из-за того, что она и сама играла довольно немало с моего самого детства. И если бы не сильная загруженность на работе сейчас, она и сейчас играла, она мне сама это сказала недавно. Я, кстати, уламываю ее в Baldur's Gate поиграть. Она, сама хочет, но снова же времени нет. Мы на верном пути, девочки. А теперь вернемся к той фразе ранее, что я сказала запомнить. Зачем ей это нужно еще и в таком возрасте? Зачем в таком возрасте в игры играть? Еще успеешь? Пойди лучше на улице погуляй. И прочие фразочки, которые часто в детстве слышат геймеры и геймерки. И вот тут просто порочный круг. Типа в детстве тебе говорят меньше играть, потому что лучше иди на улицу поиграй. А когда вырастаешь, то тебе говорят, а че ты играешь в таком возрасте? Уже поздно, это же для детей. Мне кажется, меня где-то наебали. Так откуда вообще в целом пошло мнение, что гейминг — это занятие детское? Начнем с того, что очень много из гик-культуры, и аниме, и манхвы, и комиксы, и косплей, все это часто воспринимается именно как нечто детское, особенно старшим поколением, потому что, оно несерьезное, по их мнению. Например, если это чтение книг, поход в музей или оперу, то это развлечение, скажем так,
культурное, в отличие от того, что я упомянула ранее, то типа ребячливое. Социальное восприятие у многих таково, что игры — это детское. Поиграет, пройдет, успокоится, а взрослые — это хобби, работа, ипотека, ну, в общем, скука скучная. И самое грустное в том, что именно эта установка настолько распространенная, что так считают не только какие-то 45 плюс люди, а далеко нет, даже сами и дети иногда могут такое выдавать, молодые, в общем, люди. И думаете, я шучу? Нет. Хто це сказав? Підніміться. Я сделала некоторое количество скриншотов из разных соцсетей, и давайте сейчас немного почитаем, разберем их. Тут стоит еще уточнить сперва предысторию короткую. В ТикТоке мне попалось видео, где женщина рассказывала о том, как люди до 18, ну дети, то бишь, пишут ей, хейтят ее массово, потому что «Чё это ты такая миллениалка, тут в нашу игру играешь, другим пора заниматься». И вот там люди делились своими историями тоже, что им писали. И вот девочка пишет: «Мне 30, одна девочка, которой было лет 19 плюс-минус, иронично меня за мои увлечения высмеяла, мол, я старовата буду, а потом ныла, что не может купить себе дорогую фигурку с моим любимым персонажем, зато я могу». А знаете, что в ситуации самое смешное в подобных ситуациях? Когда это пишут в контексте игр 18+, а в этом случае речь была про Love and Deep Space, и буквально эта игра не для детей, она буквально 18+. И они приходят и ноют про тупых старикашек, вот же миллениалы такие, и именно с осуждением, с агрессией, с какой-то очевидно оскорбительно, хотя большинство игр как раз таки и есть для 16 и 18+ аудитории. И просто не поймите меня неправильно, если вам меньше 18, это нормально, это классно иметь хобби в виде игр и так далее, но осуждать большинство, подавляющую часть играющих за то, что они старше, как бы объяснить им, что все вот эти игры фан-базу буквально строят на платежеспособных людях, ну, как они говорят, миллениалах. Обычно делают игры люди 20+. Покупают игры обычно люди 20+. Покупают DLC и железо люди 20+. И донатят в эти игры обычно люди 20+. И даже рисуют арты, фанфики, эдиты делают и прочее, что продвигает какую-то франшизу. Обычно чаще всего люди 20+. Если эти люди перестанут платить, донатить, продвигать какие-либо миры и фандомы, они просто исчезнут. Я так сказала, будто исчезнут люди, но нет, я говорила про эти миры и фандомы, ладно. И не будет никаких ваших игр, аниме, манг и прочее, потому что, извините, но дети очень редко являются, снова же, подавляющим большинством платежеспособных людей. Ну, на которых все держится. Рынок нацелен на людей 20+. Про киберспорт я вообще молчу. Ну, какое детское развлечение? Ну, куда, блин, лезут вообще? Я в детстве, когда сама участвовала в каких-то фандомах, или фандомах, не суть, или там в какой-то игре залипала, а потом шла в тематические паблики, то я была рада, что там есть взрослые люди, что не то, чтобы мне могли помочь, просто элементарно я могла найти больше всякой инфы и прочего на сайтах, которые, снова же, сделаны этими, на тот момент для меня, взрослыми людьми. И общалась я с ними спокойно, и мне пофиг было, кому там сколько лет, и, ну, потому что это было наше общее увлечение, а не мое личное или мной созданное. Типа, это же наоборот круто, когда про какую-то мою любимую игру знает больше людей разных возрастов. Так что, возвращаясь к теме, унижать какую-то условную тетю за то, что она покупает фигурки из игры, которые ей нравятся, или осуждать ту же условную тетю, что рассказывает про данную игру, это как минимум наступать себе же на ноги. Это я молчу о том, что эти дети тоже когда-то вырастут и станут этими условными тетями и дядями, но кто же об этом сейчас подумает, да? Ну, короче, да, еще раз, если бы игры были нацелены на детей в большинстве своем, то они бы не стоили по цене моей почки и вообще вряд ли были бы популярны. А сейчас давайте почитаем еще пару скринчиков. Взрослые люди, которые тратят свое время на мультики, это дичь, конечно. Стареющие подростки, которые остановились в своем развитии где-то в 16-летнем возрасте. Это даже не про игры, это про мультики. Про статистику, исследования мы вообще позже поговорим, но сам факт того, что пишут на серьезных щах, типа остановились в развитии, я не знаю. Я даже как-то не хочу, не обижаясь, намекнуть, что это скорее про тех, кто так думает и еще больше озвучивает, ну снова же как бы без эйблизмов. Так упорно закрывать глаза на то, что игры даже часто развивают, чем наоборот, и мультики тоже, и вообще любые хобби в основном чаще развивают, чем наоборот. Я не знаю, как можно. Для этого ведь даже читать какие-то статьи не нужно, чтобы сделать вывод. Достаточно там посидеть, подумать логически, ну, может, посмотреть там в интернете какую-то инфу про те же игры
и все. Снова же говоря про игры, как минимум, игры часто развивают реакцию и мышление, и как максимум эмпатию. Я, конечно, не имею в виду прям все, ведь разные жанры могут по-разному помогать, и иногда в социальном плане даже сделать хуже, но сьогодні не про это. Мама тільки сміялася перший час, казала: ти ж доросла тьотька, які кіндери, а потім почала мені їх по барахольці шукати і приносити. Вот тут обидно стало, что это же даже хобби назвать нельзя. Ты просто хочешь себе грёбаный киндер, может ради вкусняшки, может ради игрушки в коллекцию там или просто, может, ну, по фану тебе. По фану хочется этот киндер. А тут такое тоже могут посчитать детским. Но я с чистым сердцем признаюсь, я себе покупаю периодически киндеры, потому что, во-первых, мне не очень нравится по вкусу, а во-вторых, как появляются какие-то крутые коллекции, как, например, случилось сейчас с коллекцией Stranger Things, там люди их не только пачками покупают ради игрушек, они еще и могут залезть в сам киндер, вытянуть оттуда игрушку, которая им нужна, а потом оставить чисто пустые желтки. Но я, таких случаев уже видела несколько. Вы понимаете, такое поведение — это просто жесть, но сам факт, что игрушки или киндеры там покупают дети, да, жесть. Кстати, вот моя коллекция со Stranger Things. Ну как коллекция, она так сказала, 5 штук купила, я там еще одну сестре отдала. Ну короче, стила, конечно, много не бывает, но Дима Курган просто мега классный. Ладно, отвлеклась. Тоже играла в Геншин, фанатела по МГА, смотрела Клинок, за поем читала манхвы, кей-поп слушала, но, слава богу, переросла. Тут вот вроде и нет какого-то прямого осуждения, но вот эта концовка, слава богу, переросла, вайбует очень неприятно. Типа, окей, ты переросла, молодец, кто-то это еще делает. Ну, они что, они не слава богу остались детьми? Или я правда не понимаю эту формулировку. Самое смешное в ее списке — это слушала кей-поп. Ну, это же, конечно, уровень. Переросла прослушивание музыки, извини. Это я молчу о том, что индустрия кей-поп далеко не детская. Там, ой, как тяжело существовать. И там есть много всего, о чем мы вообще можем еще поговорить. Но нет, я даже не знаю. Слушайте, слава богине, я играть не переросла. Мерч покупаю постоянно. Мультики смотрю. Кей-поп могу иногда слушать. И сладко обожаю. О боже, все, выписываюсь из взрослых. Жены, у которых мужья играли в компьютерные игры. Есть среди вас те, кто сумел донести до мужа, что пора оставить игры в прошлом? Если да, то как удалось? Вот тут я, кстати, тоже могла бы сказать много, но постараюсь коротко, и спасибо той женщине, которая ему ответила. Мне не придется это самой повторять. Но знаете, что я хочу уточнить? Что в целом само по себе хобби игры, в этом случае, как и любое другое, это нормально. Но до тех пор, пока нет какой-то жесткой отстраненности от, например, партнера. Видели вот эти все старые мемы, мол, ой, жена пилит, чтоб я не играл, достала. И типа они реально жалуются, когда порой партнерша говорит, что игры занимают у них много времени, что можешь ли ты прекратить столько играть? И это обязательно воспринимается в штыки, типа капец, на меня пилит, блин, да отстань. Но если человек реально уделяет своему хобби, какое бы оно ни было, времени больше, чем отношениям или другим любым аспектам жизни, то это уже, чуть-чуть не очень, скажем так. Если твоя партнерша или партнер говорит, что ему недостаточно того времени, которое им уделяется, если хобби начинает реально затмевать другие позиции жизненные, то это уже не нормально. Нормально попросить человека, с которым ты в отношениях каких-либо, чтоб тебе уделили время, больше времени. Нормально, если ты начинаешь чувствовать, что приоритетнее у человека, с которым ты в каких-либо отношениях, приоритетнее игры, например, а не ты. И нормально сказать об этом. Ненормально снова же обижаться на эти просьбы, воспринимать их как то, что тебя пилят. Иногда, часто это действительно может быть поводом задуматься о том, а не стало ли твое хобби в ущерб отношениям. Просто если да, то ты можешь хотя бы попробовать найти компромисс. Там типа вот это время твое личное, вот это время только для тебя, вот это время для других, для близких, для развития, друзей, вот все такое. Типа, само собой бывает такое, что может быть ты на самом деле не перебарщиваешь, и тебе говорят, что слушай, ты сильно много играешь, ты там условно поиграла 2 часа в день, и все остальное время занимаешься чем-то другим, то да, то можно сказать, я не считаю, что 2 часа в день это много на себя. Это скорее редкость, чем большинство. Как раз таки большинство — это когда человек реально не видит, что он все свое время уделяет своему хобби и себе. На крайняк всегда можно попытаться спросить, хочет ли твоя партнерша или партнер поиграть вместе. Вдруг у вас вообще общее хобби будет, если им понравится, и вы сможете и вместе проводить время, и вместе играть. И одновременно развлечение, одновременно общение. А если нет, если у тебя
тебя нет ни таких мыслей, ни бросать свое хобби тебе не хочется, ну, не бросать полностью, а уменьшать дозировку, то тут только один вопрос. Нафига тебе вообще какие-либо отношения? Ну, не затрачивай ты людей, да отпусти спокойно их, скажи, я буду сидеть играть Сори, и сиди спокойно играй. На тебя никто не будет давить, и никто не будет просить тебя внимания, и ты никому вообще ничего не будешь должна. Посыл вы поняли, в общем. Возвращаясь к комментариям, я понятия не имею, зачем вообще эта инфа челу. Может, он для себя ищет способы, конечно. Ну ладно, идем дальше. Это даже не хейт. Мне периодически в реках попадаются эти видео, и я понять не могу, автор действительно не понимает, что с ней не так. Подобное является приемлемым, ну, лет в 14-15 максимум, когда самовыражение еще хромает, но такая речь и поведение в 19. Тут детки не только решили захейтить девушку за то, что она говорит и жестикулирует не так, как им кажется правильным. Понимаешь, ты просто, бляха, даже говорить и двигаться не можешь так, как тебе хочется, так, как тебе привычно, удобно, чтобы не пришел какой-то кракозябриус, блядь, и не выпердил, что ты странная в плохом смысле слова. Чтобы вы понимали, там реально не было ничего кринжового или неприятного от авторки. Она просто рассказывала что-то, как обычно, но шаг влево, шаг вправо, и тебя захейтили. Вот тут диалог просто бомбический, прочитаем с самого начала. Первый комментарий. Человеку 19 лет. Ее спрашивают, а в чем проблема? Многие аниме и в 30 смотрят, также сидят в фандомах, кто-то по Марвел фанатеет, кто-то по лошадям и так далее. И снова отвечают. В 30 о другом надо думать. Ну, я играю в Форт с чуваками, которым лет 30-50, у них семьи и т.д., и они рубятся в игры. Ого, ты просто умничка. Пока они рубятся в игрушки, другие зарабатывают денежку. Так они работают, если что. Крутые. Но лучше бы тогда семьей съездили отдохнуть или время провели бы просто вместе. Так, тут было какое-то еще начало, но я его обрезала, значит, не суть важно. Потом она снова пишет. Ну, подобные увлечения характерны для несерьезного человека. Я могу играть в куклы и игрушки в 40 лет, но как будто это не норма. Это так смешно. Она говорит, ну, я играю с чуваками 30-40 лет, а она такая, лучше бы не работали. А ей отвечает, а они вообще-то работают. Она такая, ну, пусть лучше тогда проведут время с ним. Если это ребенок, тоже я сказала ранее на эту тему. А если взрослый человек, предположим, то, я даже не знаю, что грустнее. Если человек взрослый, то это будто бы зависть на самом деле выглядит, будто у нее самой нет возможности заниматься всем этим, а очень хочется. Либо из-за работы и недостатка времени, либо чисто привили тоже с детства, что это не для взрослых, кто знает. В любом случае, это вообще не норма. Типа, ну ладно, взгляды такие у тебя, ну делай ты с ними что хочешь, никто же не запрещает. Но другим этого не говори. Во-первых, умнее казаться будешь, уж извините. А во-вторых, ну почему ты вообще считаешь, что ты можешь говорить другим людям, что им там с хобби лучше или не лучше, и что им там делать? Вот тут небольшая предыстория. На видео девушка просто сняла 2 стола, там экраны на них с играми стоят на фоне, а текст сверху как бы несет в себе посыл, мол, как классно иметь партнера, с которым у вас общее хобби, и вы сидите вместе дома, чилите, играете все свободное время, и вам кайф. И далее комментарий. Игры, играть до утра, геймеры, игры, мама не давала мне играть в игры, и теперь я буду с девушкой играть в игры. Игры — это развлечение и все, не более, не менее, просто развлечение для души и любых возрастов. В жизни есть вещи намного более важные, интересные и нужные человеку. Повзрослей. Ну, тоже такая фигня. Человек видит, что игры — это просто игры, в них нет ничего такого, ничего необычного, ничего плохого. Они для любых возрастов. Он буквально это пишет. И это же хорошо, да? И снова непонятно, к чему этот месседж про повзрослей. На видео очевидно, что взрослый человек, потому что, кто еще живет с партнером? Ребенок, что ли, нет? И очевидно, что есть вещи более важные и нужные в жизни, чем игры. Но дело в том, что у всех это что-то свое. И может быть, у кого-то в данный момент это реально игры. Например, у киберспортсмена. Я не знаю, или у тех, кто находится в очень тяжелом ментальном состоянии, и сейчас игры самое то, что вытягивает их оттуда. Нахера ты пишешь чужим людям такое снова же? Другие у тебя приоритеты. Молодец. Классно. Оставь их себе. И следом напрашивается с самого начала комментария вопрос. Завидно? Выглядит как да, иначе хз. А еще самый парадокс и вообще мем в том, что чел в одном предложении говорит игры для любых возрастов, а потом следом повзрослей.
Комментировать не нужно, да? Кто играет в компьютерные игры после 30? Тут на самом деле не ясно наверняка, это он спрашивает просто так или с некой доебочкой. В любом случае, сам факт существования этого вопроса говорит о многом, даже если конкретно эта персона не имела в виду негативного окраса. Ну, потому что кто-то вообще видели, чтобы люди из раза в раз спрашивали что-то типа «А кто вообще книги после 30 читает?» или «Кто ходит на рыбалку после 30? Есть такие?» Вот и я не видела. На этом со скринами мы, в принципе, закончили пока что. Самое грустное в этой ситуации, что даже игры растут, а общество, кажется, не успевает. А теперь погнали немножко в статистику девочки и не девочки. Буквально недавно Ассоциация развлекательного программного обеспечения ESA выкатили исследование Power of Play 2025 о социальной и эмоциональной пользе видеоигр. В исследовании взяли участие более 24 тысяч людей, играющих не менее раза в неделю от 16 до 65 лет и старше. Люди эти были из самых разных стран и в целом вышло из 21 на 6 континентах. Чтобы долго не растягивать, как мы видим по результатам, средний показатель играющей личности — это 41 год. При этом не могу не упомянуть, что в очередной раз, да, это не впервые исследование показало, что гендерный разрыв между женщинами и мужчинами, что играют, минимальнейший, всего 3%, то есть 48% женщин и 51% мужчин играют в игры. Как бы это на деле было понятно давно, стоило только либо глаза раскрыть, либо, быть женщиной и так это знать. Но окей, про гендерное поговорим в следующем видео, потому что к этому нужно подробнее потом вернуться. Сейчас про увлечения. По показателям, почему люди играют в игры, мы видим, что 66% это для развлечения, 58% для снятия стресса и 45% чтобы сохранять трезвость мысли. При этом мы имеем факт, что люди, играя в игры, чувствуют себя хорошо. Это имеет положительное влияние на улучшение настроения, даже более чем ТВ, чтение и шопинг. Далее у нас конкретно про положительные стороны видеоигр. Геймерши и геймеры по всему миру сходятся во мнении, что игры вызывают положительные эмоции. Процентное соотношение с качествами вы можете видеть на экране. В одном из исследований о преимуществе видеоигр выявили когнитивные, эмоциональные, социальные и мотивационные преимущества, а также тот факт, что игры содействуют благополучию психических состояний. Также последние научные данные исследования университета Виланова и Стенса в 2020 году показали, что игры дают возможность развивать методы решения конфликтов, выработки решений и переживания разных эмоций. На самом деле таких исследований просто масса. Десятилетия научных исследований уже не первый раз показывают, что игры приносят пользу людям. Типа, никто не говорит, что задротить 24/7 или сидеть в каких-то, извините, дрочильнях хорошо. Но сам факт геймерства в адекватном его проявлении — это как для детей, так и для взрослых есть норма и приносит больше бафов, чем дебафов. И вот за себя я вам уже не единожды, например, сказала, играю я 6 лет, сейчас мне 26, и я клянусь, в свое время игры так вытягивали меня из плохих ментальных состояний и расстройств, это нельзя описать. Из моего личного окружения все знакомые люди, кроме 2 моих бабушек, играют в игры. Буквально моя мама с самого детства играет в игры в куче разного типа, там раньше Лара Крофт, Dino Crisis, Sims 2, Resident, недавно в Хогвартс, и сейчас у нее времени примерно 0, но она все равно пытается иногда сесть поиграть и хочет. Мой папа и играл, и продолжает играть, и сейчас почти каждый день. Моя сестра, которая 15, тоже примерно лет 6 постоянно играет. Большинство ее подруг либо играют, либо смотрят прохождение игр на ютубе там или еще где-нибудь. Мой дедушка играл очень много, мой дядя играет тоже очень часто, и я могу продолжать, понимаете? В основном все эти люди довольно взрослого возраста снова же. И уж если быть честной, то куда более негативное влияние на людей имеют другие люди, чем игры. Особенно вот эти вот, что доколупываются со своими хотелками и брошенными и непрошенными советами ко всем вокруг. Блин, меня дико бесит на самом деле стереотипность этих суждений и вообще факт того, что это до сих пор существует. Вот этот еще культ продуктивности, быть полезной и прочее, это же мега жутко, если честно. Потому что, не все так на деле, не все такие и не все так. Не обязаны люди быть в одних рамках, потому что мы все разные. Не обязаны люди отказываться от развлечений и отдыха, от каких-то приятных удовольствий, в конце концов, от времени на себя. Это ненормально говорить кому-то что-то типа «Как ты в твоем возрасте ничего не добилась?» или там «Сидишь в игрушки, играешь», «Как ты в эти года такими хобби увлекаешься?» и прочее. Да вот просто взяла и отдыхаю. Взяла и не добилась. Взяла и играю в игрушки. Потому что
Будем честны, мы не в интернете и не в фильме, где все идеально, где вечно показывают, как все хорошо у людей, как в 20 у тебя уже квартира, машина, работа мечты, бизнес и вообще ты знаменитость. Это зачастую вообще далеко от правды. Особенно с тем фактом, что у всех людей изначально разные статусы, прям вот по рождению. Это грустно, что мы все не на равных, правда, но... Да, но этот мир не идеален. Но если ты видишь какой-то идеальный образ где-нибудь человека там в соцсетях, то это, во-первых, не значит, что ты тоже должна этого добиться в том же возрасте. Это не значит, что ты должна быть такой же. И, во-вторых, это тем более не значит, что этот идеальный человек с идеальным образом на самом деле такой идеальный. Потому что вот эта вот идеальность показательная, ой, я же говорю, это обычно вообще не то. Станьте уже от других людей. Ну, у всех свои состояния, свои причины, свои мотивации. Иногда складывается такое ощущение, что в жизни вообще что-либо делать для себя запрещено. Ну, типа, даже радоваться. И казалось бы, если человек взрослый, ну, живи для себя, делай, как считаешь нужным, а вот оно тут, как даже это нельзя. Короче, знаете, что я вам скажу? Вы можете иметь любое хобби, которое вам нравится. Вяжи, собирай игрушки с киндеров, читай, разукрашивай по номерам, занимайся косплеем, играй в игры, да хоть хобби-хорсингом занимайся. Пофиг. Твоя жизнь, твои интересы и твои правила. Если кому-то это не нравится просто потому, что этих людей шлем куда подальше. Лучше вообще даже внимания на них не обращать, буквально. Ну, типа, 0 реакции, быстрее отвяжутся. Как говорится, не трогай, говно вонять не будет. Нет слишком детских хобби, нет хобби только для мужчин или только для женщин, нет вообще никаких рамок, кроме тех, что люди сами себе придумали и сами навязывают остальным. Так что, если тебе вдруг, мало ли, нужно официальное разрешение, и ты стесняешься своих увлечений, то вот она я. Я разрешаю тебе забить. Огромный такой на мнение других о твоем хобби. Делай в свое удовольствие. И, короче, в самом конце буквально недавно нашла комментарий еще один, и там в посте женщина говорила про игры, просто что-то типа, во что она играет, что-то такое, ну, вроде. И дальше мы видим следующее. Чел ей пишет: «Бездельница ты». Она отвечает: «Нет, я могу позволить себе работать и вести быт и играть. Если вы не можете позволить себе того же, надеюсь, у вас все наладится». И он ей на это отвечает: «Не надо ля-ля, проходили такое, либо работаешь в сфере услуг». Ну, на этом мы с вами закончим. Знаете почему? Потому что вот видео с посылом, как на скрине, у нас будет отдельное. Про то самое место женщины на кухне, казуальщицы, не геймерши, девочки играют только в Sims и прочее подобное. Если ждете его, то чирикните в комментариях, чтоб я знала. Спасибо. На этом все, твинчата. Если вам зашло, подписывайтесь, ставьте лайки. Если нет, то тоже нормально. Всем пока.